мы решили показать, какой у нас армянский сад. Тут у нас помидоры. Мы купили рассаду, посадили. А эти помидоры в прошлом году на этом месте были помидоры. И оно само с прошлого года из семян выросло. Там у нас реган и фиолетовый, и зеленый. Это у нас чебрец. Мы привезли из Арцаха рассаду и посадили, как он разросся за эти годы. Там Арсен с мужем посадили картошку. Это у нас лук, зеленый реган, шалфей. Вот такой у нас армянский сад. Шалфей опыляют пчелы. Интересно остались. У нас инжир растет, и один королевский, другой фиолетовый, такой очень сладкий, сочный, армянский инжир. У нас еще есть смородина, белая, красная, черная. Вот такой у нас уютный сад. Дети на газоне бегают. Арсенчик занимается стрижкой газона. Нравится ему, у него получается. Вечно зеленые кустарники. Анитис, Ану. Салатик, Анник, хак, Анник. Вот тут у нас еще розу хочу показать. Такая вот розово-белая. Моя самая любимая роза. Ароматная. Аромат на весь наш сад, на весь наш двор. Добрый день! Сегодня мы готовим бисквитный торт. Для бисквита необходимы простые ингредиенты. Яйца, сахар, мука и ванильный сахар. Подробный рецепт я напишу в описании под видео. Яйца у нас среднего размера. Мы должны отделить белки от желтков. Белки отправляем в чашу. Сейчас будем взбивать белки щепоткой соли. И взбиваем на маленькой скорости. Белки мы взбили до такого состояния, как пенка. И теперь на маленькой скорости добавляем сахар. После того, как мы добавили весь сахар, мы добавляем чайную ложку ванильного сахара. И продолжаем дальше взбивать. Белки взбились, а сейчас мы будем добавлять по одному желтки. Добавляем и начинаем взбивать. Все, яйца у нас сбились. Вот до такого состояния пышной пены. И рисунок от взбитых яиц у нас остается, не растекается. Это означает, что мы правильно взбивали яйца. Еще нам надо чайная ложка разрыхлителя добавляем в муку. Перемешиваем. В два этапа добавляем к яйцам. Итак, просеиваем через сито.
уже будем перемешивать муку руками, без миксера. И вот так аккуратными движениями снизу вверх перемешиваем муку. Как повар. Видите? Как повар. Повар. Спасибо. Вот у нас получилось вот такое вот тесто. Долго вымешивать нельзя такое тесто. Только соединилась мука, и сразу мы отправляем на противень. Форму держит тесто, бисквит. Значит, мы правильно взбивали яйца. Распределяем по противню равномерно. А это розочки из нашего сада. Первые розы в этом году. Да, спасибо, Бабушка. Вот так стучим по столу немного. И вот такой вот шпажкой, вот так, как бы снимаем воздух с теста. Вот так вот делаем. Вот так стучим, чтобы правильно распределился воздух, тесто по противню. И первые 30 минут ни в коем случае духовку открывать нельзя. Сейчас проверим, бисквит готов или нет. Прошло 35 минут. Проверяем шпажкой. Шпажка сухая. La фотогалез, они макаханик. Все, бисквит полностью готов. Сейчас мы достаем из духовки. Ну, близко. Апрес. Давай апрес. Чтобы бисквит равномерно остывал, мы кладем на такую сетку, переворачиваем. Спасибо, Аня, спасибо. И вот так вот оставляем до полного остывания. Окрес, окрес. Очень аккуратно, потому что бисквит нежный, воздушный. И холодный. Кому? Посыпали такая. Все, оставляем. Хамон. Артехамова. Для моего торта мне необходимо 2 коржа, 2 бисквита. По такому же принципу я приготовила яйца, взбила. Сейчас просеиваю муку и продолжаю замешивать бисквит и выпекать. Потом я покажу, как я буду собирать с кремом и украшать. Приготовим крем из маскарпоне. Для начала отправляем в чашу маскарпоне, ванильный сахар, сахарная пудра, 1 полная столовая ложка сгущенного молока и жирные сливки 33%. И взбиваем до однородного состояния. Все, крем готов. Вот такой он у нас получился. Это самый вкусный крем. Напоминает как вкус мороженого.
Теперь будем собирать наш торт. У нас получился вот такой бисквит. Воздушный, мягкий и очень легкий. Я поделила первый бисквит на 2 части. А сейчас покажу. У меня есть вот такая вот как леска. Она очень удобно разрезать на коржи. А это голубика. Ага. Маменька, Сашкин тортик. Самый-самый. Много. Бисквит очень свежий. И он немножко должен настояться. Так, потихоньку режем бисквит на 2 части. Попугами. Угу. Угу. Канат, а не канат. Угу. Сейчас мы будем собирать наш торт. Кладем корж на тарелочку, пропитываем немного молоком. А потом голубика. Голубику верчу, мама. Чтобы торт был у нас не сухой, а пропитанный такой. Мы пропитываем просто теплым молоком. Сейчас будет ромовый. Угу. Наносим крем. На первый курс. Сатутен. Що ти сузумитись? Моторчик какой-то. Равномерно. Еще хочу сказать, что диаметр коржа у нас 25 сантиметров. Угу. Кладем теперь вот этот корж. Опять немного пропитываем молоком. Далее мы делаем фруктовую прослойку. Фрукты можно брать любые, какие вы любите. Мы делаем клубничную. Дети любят клубнику, сейчас сезон. Сасеру. Ела. Ладно. Драморминг саскоминг елаков торт. Чайный? Угу. Осяная, кстати. Все, чекаем. И равномерно тонким слоем распределяем клубнику. И кладем еще один корж бисквитный сверху клубники. Далее пропитываем тоже молоком. Я пропитала немного завершающий корж нас. И закрываем вот так этим коржом. И оставшимся кремом промазываем вокруг полностью наш торт. Распределяем равномерно крем по бокам вокруг, сверху. И уже можно приступать к украшению торта.
голубика и сыр. И сыр. И ты чё? Еляк. Я уже заранее подготовила, решила клубнику резать на такие сердечки. Клубнику разрезаем пополам. Получаются вот такие сердечки. Будет сладко много. Ушат сирюнкалини. И на усмотрение можно... Ани, чечи, камадзани. Сначала с клубники начнем. Потом голубикой и украсим листьями мяты. Это будет по-летнему красивый тортик. Вот такой тортик у нас получился. Нежный, воздушный, праздничный. Можно печь такой торт на любой праздник. Он очень легкий, простой. И хочу сейчас показать, какой он в разрезе. Очень нежный. Если он пропитается в холодильнике несколько часов, будет еще вкуснее и воздушнее. И сладко много. Курика ямаоте. Сейчас мы попробуем. И анин касе. Касе он такие. Вот такой торт в разрезе получился. Очень мягкий, пропитанный. Спасибо, что были с нами. Пеките, пробуйте, это очень вкусно. Хани, хамова.